Казахстан– это страна великих просторов и древних рек. Одна из самых загадочных и протяженных– Сарысу, река, чье название с казахского языка переводится как «желтая вода». Эта река – свидетель многовековых изменений климата, хозяйственной деятельности и исторического развития. Давайте погрузимся в ее загадочную историю, географическое положение и значение для экономики и экологии региона. География реки – это одна из самых длинных рек Казахстана. Ее протяженность составляет около 800 километров. Она берет начало на склонах казахского мелкосапочника в центральном Казахстане и течет на юго-запад, вплоть до впадения в соленые пески пустыни Бетпак-Дала. Река Сарысу уникальна тем, что она является типичным примером внутреннего стока Казахстана. В отличие от рек, впадающих в моря или океаны, Сарысу заканчивает свой путь в пустыне, испаряясь или впитываясь в солончаки. Это создает определенные географические и экологические особенности региона. Путь реки пролегает через разнообразные ландшафты, от степных равнин до суровых полупустынь. Вдоль реки расположены древние городища и поселения, следы которых можно найти и сегодня. Реки, подобные Сарысу, играли важную роль в кочевой истории этого региона, предоставляя источники воды для животных и людей. Экологическое состояние и проблемы река Сарысу, как и многие другие водные системы в Центральной Азии, испытывает сильное влияние изменения климата и деятельности человека. Засушливый климат региона делает ее уязвимой к обмелению и исчезновению. Сарысу является полупостоянной рекой. Ее течение напрямую зависит от осадков. В последние десятилетия мы наблюдаем тенденцию к обмелению реки из-за засух, чрезмерного водозабора для орошения и уменьшения притока воды. Это серьезно сказывается на местной экосистеме, в частности, на водно-болотных угодьях. Помимо природных изменений, антропогенное влияние – одна из главных причин ухудшения состояния реки. Вода используется для орошения сельскохозяйственных земель, что приводит к значительному уменьшению водных ресурсов реки. Постепенно она теряет свою экосистемную значимость. Экономическое значение реки. Несмотря на экологические трудности, река Сарысу остается важным экономическим ресурсом для местных сообществ. В первую очередь это касается сельского хозяйства. Воды реки обеспечивают орошение земель и поддерживают пастбища для скотоводства. Интервью с фермером. Мы живем здесь уже несколько поколений. Вода из Сарысу – это жизнь для нашего скота. Без нее было бы очень трудно. Но за последние годы мы видим, как уровень воды снижается, и это вызывает у нас тревогу. В районе реки Сарысу преимущественно развиты скотоводство и земледелие. Плодородные земли вдоль берегов реки исторически использовались для выращивания сельскохозяйственных культур. Но из-за изменений в климате и уменьшения водных ресурсов экономическое использование реки сталкивается с серьезными проблемами. Проекты по восстановлению и сохранению реки. На фоне экологических проблем, связанных с рекой Сарысу, были предприняты попытки восстановить ее водные ресурсы и сохранить экосистему. Местные и международные экологические организации работают над проектами по рациональному использованию воды и сохранению степных водных систем. Перспективы и угрозы будущего, будущее реки Сарысу остается неопределенным. Если не будут предприняты меры по сохранению и восстановлению водных ресурсов, река может стать жертвой экологической катастрофы. Важно найти баланс между нуждами сельского хозяйства и сохранением природных систем. Интервью с местным жителем. Я помню, как раньше река была полноводной, а теперь она все мельчает. Мы должны что-то сделать, чтобы спасти ее. Если река исчезнет, то наша жизнь здесь станет намного сложнее. Сарысу – это не только река,
но и важный элемент жизни степных жителей. Ее воды питают землю, поддерживают жизнь, дают надежду на будущее, но ее будущее зависит от того, как мы сегодня будем заботиться о ней. Сохранение Сары-Су – это задача всех нас.